Представьте, что все, что вы знали об Амазонке, это ложь. Нас учили, что это девственный лес, нетронутый человеком. Зеленый ад, где выживали только небольшие племена. Но что, если я скажу вам, что под этими деревьями скрывается тайна? Новая лазерная технология буквально сняла кожу с джунглей. И то, что мы увидели, шокировало ученых всего мира. Огромные города-призраки, спрятанные веками. Пирамиды, соперничающие с египетскими. Дороги широкие и прямые, как современное шоссе. Заголовки газет кричат: миллиарды людей жили в Амазонке. Неужели мы пропустили величайшую цивилизацию Земли? Сегодня мы используем науку, чтобы отделить миф от реальности. Добро пожаловать в затерянный мир, который был у нас под ногами. История начинается не сегодня, а в далеком 1541 году испанский конкистадор Франсиско де Орельяно первым спустился по Амазонке. Его экспедиция искала золото, но нашла нечто более странное. Монах Гаспар де Карвахаль, летописец похода, записал невероятные вещи. Он описывал города, тянущиеся на километры вдоль реки. Он видел так много людей, что упавшая игла попала бы в голову. Он описывал богатые запасы еды и широкие дороги. Но когда Орельяно вернулся в Испанию, ему никто не поверил. Его рассказы посчитали бредом сумасшедшего или ложью ради денег. Веками ученые смеялись над этими записями. Ведь когда следующие экспедиции прибыли туда, города исчезли. Остались только джунгли и тишина. В 20 веке скептицизм стал официальной наукой. Археолог Бетти Меггерс выдвинула теорию фальшивого рая. Она утверждала, что почва Амазонки слишком кислая и бедная. По ее мнению, здесь не могли возникнуть сложные общества. Амазонка считалась зеленой пустыней, непригодной для цивилизации. Этот миф о девственном лесе доминировал десятилетиями. Мы думали, что лес всегда был таким диким и пустым. Но Орельяно не лгал. Города действительно существовали. Просто джунгли проглотили их быстрее, чем мы могли представить. Ключ к разгадке появился только в последние 10 лет. Эта технология называется лидар – световое обнаружение и определение дальности. Это как рентген для планеты. Археологам больше не нужно рубить лес мачете. Лидар устанавливается на самолет или дрон. Он посылает миллионы лазерных импульсов на Землю каждую секунду. Большинство лучей отражается от листьев, но некоторые проникают сквозь кроны деревьев и достигают Земли. Компьютер убирает слой растительности и открывает голый ландшафт с точностью до сантиметра. То, что мы увидели на экранах, переписало историю. Вместо пустого леса мы увидели геометрические формы – квадраты, круги и длинные прямые линии. Это были не природные образования. Это были фундаменты зданий, каналы и площади. Лидар позволил нам увидеть культурный ландшафт целиком. И самое громкое открытие случилось совсем недавно. В январе 2024 года журнал Science опубликовал бомбу. В долине Упана, в Эквадоре, нашли нечто невероятное. Это не просто поселение, это целая сеть городов. Исследование Стефена Ростейна показало, что мы ошибались 400 лет. Эти города старше, чем мы могли себе представить. Они существовали с 500 года до нашей эры. Это время расцвета Римской империи. Пока в Риме строили Колизей, в Амазонке строили мегаполисы. Но в отличие от Рима, эти города были построены из земли. И они были скрыты под самым густым покровом на земле. Масштаб открытия в долине Упана пугает. Ростейн сравнил это место с Манхэттеном древности не из-за небоскребов, а из-за плотности населения. Это была сложная, организованная цивилизация, и они жили там более 1000 лет. Но как они это сделали? Как они построили дороги и пирамиды без камня? И почему они исчезли? Ответы лежат в деталях сканирования лидара. В следующей части мы спустимся на Землю. Мы разберем анатомию этих городов-призраков. Мы узнаем, как они превратили джунгли в сад. Давайте вернемся в долину Упана. То, что нашел Стефен Ростейн, это инженерное чудо. Лидар показал более 6000 земляных платформ. Это не хаотичные хижины. Это строгий геометрический порядок. Каждая платформа – это прямоугольник 20 на 10 метров. Это были фундаменты домов, где жили семьи, но в центре городов платформы вырастали до 10 метров в высоту. Это были церемониальные центры, места власти. Рассейн назвал это садовым урбанизмом. Представьте себе город, где дома чередуются с огородами. Но самое поразительное – это дороги. Мы привыкли думать, что римляне были мастерами дорог.
Но амазонцы не отставали. Лидар выявил сеть прямых, как стрела, дорог. Они соединяли все поселения в единую паутину. Самые широкие из них достигали 10 метров в ширину. Они тянулись на 10-20 километров. И вот что шокирует инженеров. Эти дороги игнорировали ландшафт. Если на пути была гора, они не обходили ее. Они прорезали ее насквозь. Они рыли глубокие выемки, чтобы дорога оставалась прямой. Зачем тратить столько сил? Антуан Дорисон, коллега Ростейна, считает это символом власти. «Мы подчиняем природу», — говорили они этими дорогами. Это было не просто для транспорта, это была идеология. А что насчет экономики? Земля здесь была невероятно плодородной благодаря вулкану Сангай. Жители выращивали кукурузу, фасоль, маниок и батат, и, конечно, они любили вечеринки. Археологи нашли огромные керамические сосуды для чичи кукурузного пива. Это было процветающее общество, которое жило здесь 1000 лет. Но около 600 года нашей эры все прекратилось. Возможно, тот самый вулкан, что давал им жизнь, их и погубил. Извержение или климатические изменения заставили их уйти, и джунгли забрали свое. Но у Пана это не единственный сюрприз. Давайте переместимся на юг, в Боливию, в регион Льянос-де-Мохос. Здесь в 2022 году немецкий археолог Хейко Прюмерс сделал еще одно открытие. Он изучал культуру Касарабы, и то, что он нашел, разрушает миф о примитивности еще сильнее. Здесь люди строили не просто платформы, они строили настоящие пирамиды. В поселении Катока была найдена земляная пирамида высотой 22 метра. Это высота 7-этажного дома. Представьте себе объем работы. У них не было ни лошадей, ни колеса, ни металла, только корзины и руки. И все же они переместили миллионы тонн земли. На вершинах этих пирамид стояли U-образные храмы. Это были центры вселенной для культуры Касарабы. Но их гений проявился не только в высоте. Они были повелителями воды. Льянос-де-Мохос – это сложный регион. Полгода здесь засуха, полгода наводнение. Жить здесь невозможно. Если ты не инженер, Лидар показал сложнейшую систему каналов и водохранилищ. Они не просто брали воду из реки, они управляли ею. Они строили дамбы, чтобы защитить города от наводнений, и рыли пруды, чтобы разводить рыбу и хранить воду для засухи. Это была гидравлическая цивилизация. Их города были окружены рвами и оборонительными стенами. И это говорит нам о том, что мир не всегда был мирным. Им было что защищать. И снова возникает вопрос, сколько людей здесь жило. Новое исследование 2025 года дает нам цифры. Используя данные об энергии архитектуры, ученые подсчитали, чтобы построить все это, плотность населения должна была быть огромной. В одном только регионе Касараби могло жить до 100 человек. Это намного больше, чем живет там сегодня. Мы видим картину Амазонки, которая кипела жизнью. Но если их было так много, как они кормили все эти рты на бедной почве? Здесь вступает в игру самая удивительная технология древности. Технология, которая может спасти и наше будущее. Она называется Terra Preta. О ней в следующей части. Но подождите. Есть одна большая проблема. Почва Амазонки, как известно, ядовита для земледелия. Она кислая, в ней мало питательных веществ. Дождь вымывает все полезное. Как же они прокормили 10 миллионов человек? Ответ лежит у нас под ногами. Они не просто нашли плодородную землю, они ее создали. Это называется Terra Preta da Indio – черная земля индейцев. Это не природное явление, это биотехнология. Древние амазонцы смешивали древесный уголь, кости животных и черепки. Они использовали медленное горение, чтобы создать биоуголь. Результат – суперпочва, богатая углеродом и азотом. Она работает как губка, удерживая воду и удобрения. И самое невероятное – она живая. Terra Preta растет сама по себе, благодаря микробам. Ученые обнаружили, что этот слой покрывает 154,0 квадратных километров. Это почти в 2 раза больше площади Ирландии. Представьте себе масштаб. Они удобряли целый континент. Это был агропромышленный комплекс древнего мира. Они не были рабами природы, они были ее инженерами. Теперь давайте перенесемся на восток, в Бразилию, штат Акре, где вырубка лесов открыла еще одну тайну. Геоглифы, сотни гигантских геометрических фигур, вырезанных в земле, идеальные квадраты,
круги-восьмиугольники диаметром до 300 метров. В отличие от городов Упана, здесь люди не жили. Внутри этих кругов почти нет мусора. Это были не города, а храмы, места для ритуалов и собраний. Это был Стоунхендж Амазонки, только из земли. Некоторые линии указывают на солнцестояние. Это доказывает, что они знали астрономию. Они следили за звездами задолго до телескопа. Но если вы ищете настоящие мегаполисы, вам нужно в верховье реки Шингу. Здесь находится Кухикугу, место, которое искал Перси Фоссет. Помните легенду о затерянном городе Зет? Фоссет погиб, пытаясь найти его. Он искал каменные стены и золотые крыши. Но он ошибся в материале, а не в месте. Город Зет существовал, но он был построен из дерева и земли. Антрополог Майкл Хекенбергер нашел здесь галактические кластеры. Это сеть поселений, связанных дорогами, как звезды в галактике. Центральный город, окруженный спутниками. Все ориентировано по сторонам света. Ровные дороги, широкие площади, фруктовые сады. В 1492 году здесь жило 50 человек. Это больше, чем в большинстве европейских городов того времени. Они разводили рыбу в прудах и выращивали сады. Это была не дикая чаща, а ухоженный парк. Фоссет прошел прямо по этим дорогам. Но он не увидел города, потому что искал европейские руины. Трагедия в том, что он нашел то, что искал, но не смог это осознать. Так почему же все это исчезло? Почему, когда европейцы вернулись в 17 веке, все было пусто? Ответ ужасен и прост. Это был апокалипсис. Великое вымирание. В следующей части мы раскроем настоящую причину падения Амазонки и узнаем, сколько на самом деле людей жило в этом зеленом аду. Готовы узнать правду о миллиардах? Вернемся к заголовкам. Миллиарды людей жили в Амазонке. Это звучит как сенсация, но давайте будем честными. СМИ любят преувеличивать. Миллиарды – это, скорее всего, ошибка перевода. Или путаница с золотом, которое искали конкистадоры. Наука говорит о другом, но цифры все равно шокируют. В 1492 году, до прихода Колумба, в Амазонке жило от 8 до 10 миллионов человек. Некоторые модели говорят даже о 20 миллионах. Это население целого современного мегаполиса, разбросанное по лесу. Новое исследование 2023 года, проведенное Винисиусом Перепатом. Оно показало, что мы нашли только верхушку айсберга. По их расчетам, в лесах скрыто еще от 10.0 до 24.0 сооружений. Мы открыли менее 10% того, что там есть. Люди жили не только у рек, как мы думали раньше. Они были повсюду, в самых глухих уголках, где сегодня не ступала нога человека. И это была густонаселенная сеть цивилизаций. Так куда же делись все эти люди? Почему Орельяно видел города, а следующие только лес? Ответ в невидимом убийце. Это не была война. Это не был голод. Это был биологический апокалипсис. Когда европейцы ступили на берег, они принесли с собой смерть. Оспа, корь, грипп. У коренных жителей не было иммунитета. Болезни распространялись быстрее, чем сами люди. Они шли по торговым путям, убивая целые деревни до прихода белых. К тому времени, когда экспедиции вернулись в 17 веке, население сократилось на 95%. Представьте, что 9 из 10 ваших знакомых исчезли за пару лет. Это был конец света для Амазонки. Оставшиеся в живых бежали вглубь леса. Они забыли свои города, чтобы выжить. А что случилось с самими городами? В отличие от майя или инков, амазонцы строили из дерева и земли. Во влажном климате дерево гниет за считанные годы. Земляные валы зарастают травой и деревьями. Природа Амазонки – это самый эффективный утилизатор в мире. Всего за 50 лет джунгли стерли следы цивилизации, стоявшей веками. Города превратились в холмы, дороги стали ручьями. Зеленый ад поглотил садовые города. И мы забыли о них на 400 лет. Мы назвали это место девственным лесом. Но это была ложь, рожденная трагедией. Теперь, благодаря Лазару, мы знаем правду. И эта правда меняет не только прошлое, но и будущее. Что мы можем узнать у этих потерянных людей? Как они жили в гармонии с лесом, не уничтожая его? И может ли их мудрость спасти нас от климатической катастрофы? Об этом в финале нашего путешествия. Майкл Хекенбергер называет это археологией надежды. Мы привыкли думать, что человек – это враг природы.
что цивилизация всегда убивает лес. Но древние амазонцы доказали обратное. Они не сохраняли лес, огораживая его забором. Они удомашнили его. Они превратили дикие джунгли в гигантский сад. Исследования показывают, что многие деревья в Амазонке – это не случайность. Какао, асаи, бразильский орех – эти полезные виды доминируют в лесу именно там, где жили люди. Это наследие древних селекционеров. Они создали систему, которая кормила миллионы, не истощая землю. Это урок для нас сегодня. В эпоху климатического кризиса мы ищем технологии спасения. А решение было изобретено 2000 лет назад. Агролесоводство, террапрета, управление водой. Это не просто история, это инструкция по выживанию. Но есть и еще один важный аспект. Эти открытия – мощное оружие для коренных народов. В Бразилии и других странах их пытаются лишить земли. Аргумент политиков прост. Это ничья земля, terra nullius. Они говорят, что индейцы пришли сюда недавно и ничего не построили. Но Лидар разрушил эту ложь. Эти города, дороги и геоглифы – это их документы на собственность. Это доказательство того, что они здесь хозяева уже тысячи лет, их предки построили цивилизацию, равную Греции или Риму. И отрицать это значит совершать преступление против истории. Мы должны признать, Амазонка – это не просто природа, это культурное наследие человечества. Итак, что мы узнали сегодня? Что зеленый ад был на самом деле зеленым раем. Что под каждым деревом может скрываться древний фундамент. Что история человечества намного сложнее и удивительнее, чем в учебниках. Мы недооценивали наших предков. Мы думали, что технологии – это только металл и пластик. Но они владели биотехнологиями, которые нам и не снились. Города-призраки Амазонки – это не памятник смерти. Это памятник жизни. Они напоминают нам, что цивилизации хрупки. Болезни и климат могут стереть даже самые великие империи. Но они также дают надежду. Если они смогли построить рай в джунглях, возможно, и мы сможем научиться жить в гармонии с планетой. Правда была скрыта 500 лет. Теперь она открыта. Вопрос в том, что мы будем делать с этим знанием. Будем ли мы продолжать уничтожать этот великий сад? Или начнем учиться у его создателей? Выбор за нами. Амазонка ждет. Часть 11. Call to action. Призыв к действию. А что вы думаете об этом открытии? Верите ли вы, что в Амазонке могут быть скрыты еще большие города? Или, возможно, там есть технологии, которые мы еще не поняли? Напишите свою теорию в комментариях ниже. Я читаю каждый из них. Если этот выпуск перевернул ваше представление об истории, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Это помогает нам раскрывать тайны Вселенной. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Мы только начали наше путешествие в прошлое. Впереди еще много загадок. Атлантида, Египет, Антарктида. Оставайтесь с нами на канале Mysteries of the Universe. До скорой встречи в новом мире древних тайн.